Итак, обзор нашей квартиры со второй попытки в Трусковце. Это входная дверь, вешалка со шкафом. Вот здесь коридорчик. Это дверь в санузел. Это дверь прямо кухня. И это комната. Однокомнатная квартира. В санузле вот так просто. Нам опять не повезло. Ванная. Нету ванной. Я тут мучилась волосы помыть. В той квартире была проблема. В раковине маленький кран, вернее короткий. Но здесь хоть есть расстояние от пола, хоть на ноги вода не льется, потому что там была вообще проблема. Здесь есть машина. Идем дальше. Так, кухня. Такая объемная картина нас встречает. Такой балкон. Духовки нет. Посуды минимум. Но необходимое все есть. Микроволновка в шкафу. Холодильник. Сейчас немножечко прогрелась, но и на улице потеплело. А вчера, конечно, был здесь, и ночью мы просто дрожали, и переживала я, чтобы не заболели. По-видимому, это, особенно в спальне. В спальне это просто кошмар, как холодно. Вот такой вид. Бювет в ту сторону. Это Степана Бандеры, 35, дом. Почему со второй попытки? Вот здесь объявление о том, что сдается. Вот дорога, наверное, к санаторию. Здесь недалеко Шахтер, санаторий и Перлина Прикарпаття. Вот вид отсюда. Почему со второй попытки? Потому что мы впервые попались на удочку мошенников. Вот это балкончик, ну, можно пройти в ту комнату, вот через эту дверь. Вчера пробовала, я и открывала, и закрывала комнаты, чтобы как-то тепло накопить. Бесполезно. Бесполезно. Квартира не отапливалась. Я вообще не понимаю, как цветы не сдохли. И там вон еще лимончик есть. Просто удивительно. Вчера поливала цветы эти. Удивительно, как он при таком холоде вообще живет. В общем, по OLX мы пользовались не один раз. 16 ноября мы по объявлению забронировали двухкомнатную квартиру в этом же доме. Дмитрий. Номер телефона напишу, если, может быть, кто-то будет смотреть. Ну, в общем, 400 гривен также квартира, но двухкомнатная была обещана. Задаток попросил. Мы перечислили, ничего не подозревая. Он написал нам в ответ: «Отримав, до зустрічі». Ну и все, мы успокоенные поехали в Будапешт. Уже в ЧОПе на территории Украины я написала СМС по поводу завтра, что мы рано приезжаем, возможно ли, в 6 утра мы во Львов приехали, возможно ли к 9 приехать уже поселиться. А в ответ тишина. Я попросила мужа перезвонить со своего телефона. Он перезвонил, поговорил с ним, он сказал: да, не вопрос, пожалуйста, можно. Ну, мы спокойные. Мое СМС так было и не отвечено, мне должно было уже это насторожить. Подъезжаем уже так примерно за полчаса до Трусковца, 2 часа ехать со Львова. Набираем в течение получаса, я со своего телефона, муж со своего телефона. А у него занято. Ну, то есть, я уже потом поняла, что он нас добавил в черный список, потому что скинули сыну номер, он набрал, у него пошел вызов, но он не ответил. Но он понял, что будут сейчас наяривать ему.
Приехала автобус на автостанцию. Здесь риэлторы встречали возможных, вероятных туристов, ну, гостей. Вот. И как только мы сказали, что такая вот у нас ситуация, они говорят: о, да, да, у нас такое. Но имя они другое назвали, Юрий. Юрий. Мы: да нет, Дмитрий. Они: да, да, е такой. В общем, ребята, никаких задатков не перечисляйте. Не перечисляйте или пользуйтесь контактами тех людей, которых вы знаете и доверяете. Дело в том, что мы 4 года назад здесь были и снимали жилье, и сохранился контакт, ну, по крайней мере, массажиста, через которого можно было бы тоже найти жилье. Ну, почему-то мы этим не воспользовались. Ну вот, выбирали по картинкам. Плюнули на картинки, на красивые. И та квартира, на которой мы жили 4 года назад, она была на Мазепы, напротив санатория Днепро-Бескет. Ну, в общем, далековато до бювета. И, ну, поскольку холодно, вот сегодня минус 16 было ночью, минус 12, ну, в общем, далеко ходить не хотелось. Отсюда, кстати, ну, минут 5 вот в ту сторону повернуть через парк до бювета. Так что вот такие у нас вчера был день, конечно, такой сумасшедший, с дороги уставший, еще такая ситуация. Хотели идти в милицию, но вчера был такой настрой. Мы позвонили в Авальбанк, карту он нас сбрасывал, поговорили, записали, должны заблокировать его карту. Я напишу везде, где только можно, где я найду вообще об этом. Но дело в том, что риэлторы говорят, что у таких людей, у них много очень номеров телефонов. Вот. Поэтому вот так. И еще тоже насторожила, почему Авальбанк у нас как бы, ну, он не сильно распространен. Вот. По-видимому, уже в других банках ему заблокировали карты. Харченко Дмитрий, кстати, Харченко фамилия. Сам он вроде бы как из Измаила, что ли. Так, идем в другую комнату. Вот входная дверь в эту комнату. Здесь розы, кровать двухспальная, по краям тумбочки. В этой комнате холоднее всего. И, наверное, не зря хозяева пристроили вот такой электрический радиатор. Ну, конечно, толку от него мало. Но я же говорю, что и квартира очень сильно остыла. Потому что она стояла нетопленная. Очень большой расход газа. Мы накрутили вот уже 3 куба, мы ради интереса смотрели. Шкаф. Риэлтор очень переживал, чтобы мы тут экономно. Но мы так, тут так было холодно, что мы поставили на всю. Пока не имеем возможности экономить. И, конечно, после венгерской квартиры такая разница. Ну, например, там посуда, ну, не убрана, не очень хорошо убрана, скажем так. Посуда не очень чистая. Я вчера тут терла, мыла. Хотя, конечно, я не должна была этого делать, но мне не хотелось в грязи быть. В Венгрии, в Будапеште такого не было. Было все чистенько, идеальненько. Вот еще лимончик. Листья у него начали желтеть. А ну такой холод, конечно. Жаль растения. Видимо, уже были лимончики. Вот место, где он рос. Еще где-то я видела. А вот. Плодоножка подсохла. Ну, вот такой гламурненький стиль. Вот радиатор получается. Всего лишь один он на балконе. Его не хватает на эту комнату. Однозначно. По-видимому, вот это место еще раскладывается. Но пока нет такой необходимости. Может быть, в жару
Кстати, здесь нет кондиционера. Наверное, летом здесь жарко. Вот такое жилье у нас на 8 ночей. Пьем, ходим водичку. Вчера ходили на массаж. Сегодня мужчина должен привезти нас, оставить стол, потому что остываем, пока доходим после массажа. Массаж делает очень хорошо. Кому нужно, обращайтесь. Напишу контакт. Зовут Олег. Вот и все.